Аргентинский футболист Пауло Дибала родился 15 ноября 1993 года в скромной семье в Кордове. Его отец в молодости был футболистом, но без особых успехов. Дед футболиста по национальности поляк, Болеслав Дыбала, был родом из деревни Краснюв в Польше. Он бежал из своей родной страны во время Второй мировой войны. Бабушка по материнской линии была родом из Неаполя. Благодаря этому Пауло 13 августа 2012 года получил итальянское гражданство. Начал футбольную карьеру в детской команде местного клуба Newell Old Boys из города Лагуна-Ларго. В 10 лет перешел в юношескую команду клуба второго аргентинского дивизиона Институто. В 15 лет у Пауло умер отец, после чего он твердо решил для себя стать профессиональным футболистом. 12 августа 2011 года в матче против Уракана дебютировал за основной состав Институто. Через неделю в поединке против Альдосиви забил свой первый гол. В дальнейшем спортсмен не переставал удивлять. Всего за 7 месяцев он успел установить 2 рекорда. В 17 лет Дибала вошел в историю как самый молодой бомбардир, дважды сделавший хэт-трик в играх Аргентинской футбольной ассоциации. К тому же игроку удавалось сохранять результативность и забивать голы 7 матчей подряд. Неудивительно, что вскоре на талантливого футболиста обратили внимание топ-клубы мирового футбола. 20 июля 2012 года Дибала подписал 4-летний контракт с сицилийским клубом Палермо. По признанию Пауло, поначалу он раздумывал о переходе в европейскую команду более низкого уровня, чтобы набраться опыта и заслужить возможность играть в высших дивизионах. Но руководство института решило все за него. 2 сентября в матче против Лацио дебютировал в серии А и уже в ноябре в поединке против Сампдории сделал дубль, забив свой первый гол за новый клуб. Он стал самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим за Палермо. Пауло быстро стал звездой и любимчиком болельщиков, которые выстраивались в очередь за автографами и стремились подражать его прическе. Они не отвернулись от спортсмена, даже когда стало известно о переходе в Ювентус. В концовке последнего матча за Палермо поклонники провожали футболиста, аплодируя ему стоя. 4 июня 2015 года перешел в Ювентус, подписав 5-летний контракт. Покупка Дибалы обошлась новой команде в 32 миллиона евро, что сделало его самым дорогим аргентинским футболистом в истории. Игрок сразу начал оправдывать вложенные в него средства и надежды руководства клуба. В дебютном матче Суперкубка Италии против Лацио он отметился зрелищным голом. В этом же поединке он забил свой первый гол за Ювентус. А 30 августа в поединке против Ромы забил свой первый гол за Ювентус в серии А. В последующие годы Пауло неоднократно помогал Ювентусу выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а также национальное первенство этой страны. За стиль игры и результативность поклонники прозвали нападающего вторым Лионелем Месси. Хотя игроку и льстило такое сравнение, он всегда стремился к уникальности. В 2017 году Дибала получил новый номер – 10, который ранее носил Мишель Платини и Алессандро Дель Пьеро. Он признался, что считает это большой ответственностью и благодарен клубу за оказанную ему честь. Но уже в следующем сезоне статистика игрока начала ухудшаться, поскольку он страдал из-за травм. Болельщики переживали, что результативность знаменитости пострадает еще сильнее после того, как в Ювентус перешел Криштиану Роналду. Но присутствие легенды футбола наоборот стимулировало спортсмена. К тому же товарищ по команде поделился с ним полезными советами и помог вывести игру на новый уровень. В 2020 году Пауло вновь был вынужден пропустить несколько матчей из-за пандемии коронавируса. Он и сам познал все ужасы этой опасной болезни, которую перенес еще весной. На международном уровне карьера спортсмена была не так удачна, как на национальном. В юношеские годы он так и не получил возможности поучаствовать в турнирах, а вызов в молодежную сборную он отклонил. В 2015 году в отборочном матче к чемпионату мира в России Дибала дебютировал на поле против команды Парагвая. Спустя 3 года уже во время турнира он участвовал в играх против хорватов и мексиканцев и отметился голом в ворота последних. Летом 2019 года
Дибала принял участие в Кубке Америки 2019 в Бразилии. На турнире он сыграл против сборных Катара, Венесуэлы, Бразилии и Чили. В поединке против чилийцев Пауло отметился забитым мячом. В сети популярен жест, который игрок показывает после каждого забитого гола. Он получил название «маска Дибалы». К нижней части лица прикладывает разведенные большой и указательный пальцы. По словам спортсмена, это как маска гладиатора. Он является поклонником одноименного фильма Ридли Скотта. Дибала неоднократно демонстрировал высокую результативность, забивая мастерские голы в ворота соперника, чем завоевал безмерную любовь спортивного сообщества.